Прибыл в расположение вашей части для выполнения особо важного задания. Необходимо проверить задержанных при переходе линии фронта за последние сутки. Даже не знаю, как вам сказать. Сегодня один ваш уже прибыл с таким же заданием. Он сейчас в расположении части? В расположении. С ним такая петрушка приключилась. Подстрелили его. Случайно. Царапина. Но сам факт. Послать за ним бойца? Не стоит. Скажите, где он? Вот. Я зашила, отстирала, как смогла. Вы мой спаситель. Это же я вас и ранила. Зато теперь окружен вашей заботой. Отойдем. Извините. Документы ваши. А ваши? Я на минуточку сотрудник нового Дрожжа. Четвертый отдел. Так точно. Какое у вас задание? Секретное. Отвечать. С вами говорит старший по званию. Вы у меня в прямом подчинении. А у меня другие инструкции от начальника отдела. Хорошо. Комбату вы доложили, что прибыли сюда для проверки лиц, перешедших линию фронта. Так точно. У меня такое же задание в этой части. Почему я о вас ничего не знаю? Ну, отдел только сформирован. Я сам там недавно. Недавно? Ты откуда переведен? Какое твое задание? За мной шпионить? Или шлепнуть при первом удобном случае? В ходе операции я докладываю только своему начальнику, товарищу Хлопко. Кому? Начальнику 4-го отдела, полковнику Хлопко. Извините, товарищ, за небольшую проверку. Извините. Извините. Здоровое недоверие – основа нашей работы. Еще бы. Правильно, что не раскрыли своего задания. Работайте. Понадобится помощь, обращайтесь. Есть. Вы уже закончили с особистом? Боюсь, что только начали. Все странно. Кровотечение почти прекратилось. Рубец вокруг раны начал образовываться. На гимнастерке кровь практически свернулась. Значит, он получил ранение не этим утром. Утром, но мне кажется, гораздо раньше. Если бы он не начал сам обрабатывать себе рану, я бы сказал наверняка. Может, затем и обрабатывал. Да кто его знает. А вы подозреваете самострел? Знаете, тут все сложнее. Так что у меня к вам будет просьба. Я понял. Никому ни звука. Спасибо. Значит, он здесь вышел? Да, вот оттуда. А сам за бок держится. Где вы стояли? Вот здесь. Знаете, бывают мужики, чуть палец прищемил, ревет белугой. Как держали оружие?
Как-то так. Ясно. Знаете, если я виновата, я отвечу. Молчать. Так-то вот. Можете идти. О нашем разговоре никому ни слова. Есть. Посадить его. Господин офицер, я боюсь боли. Да? Так что я сразу скажу вам то, о чем должен молчать. Только вы уж доложите, что меня пытали. Кому доложить? В Абвер. Мне приказали сопровождать эту барышню. Штур. Ее фамилия Штур. Чтобы она непременно перешла фронт к русским. Живой и невредимый. Стоп. Замолчите. Я сообщу в Абвер. Пусть они сами разбираются на своей псарне. Кто вас вербовал? Простите? Как фамилия того офицера, который с вами работал? Шальке. Гауптман Шальке. Быстро, искать. Искать. За мной, за мной. Он мог дать неверный адрес. Он молчал достаточно долго, чтобы русские успели замести следы. Идиоты. Вот так они работают. Их так учили. Сначала стреляют, потом допрашивают. Думаю, Геринг уже не раз пожалел о своих словах. Идемте. Признаться, не думал, что мы кого-то здесь застанем. Слишком долго вы уточняли адрес. Виноват, господин полковник. Узнайте, кто хозяин дома. Узнайте, кто привозил продукты. Опросите соседей. Господин полковник. Господин полковник. Простите, господин полковник. За домом найден еще один труп. Господин полковник, я заметил рядом с домом свежую землю. Отлично, отлично. Лицо сильно изуродовано. Возможно, это не Гуц.
Они просто хотят сбить нас со следа. Если бы они хотели сбить нас со следа, не стали бы зарывать труп. И потом подбирать двойника, прятать тело. Слишком тонко для русских. Это Гудс. Если Гудс мертв, значит, операция завершена. Убрать тело. Операция в разгаре. Если Гудс мертв, то в самолет села наша подопечная Штур. Зачем она им? Я не понимаю, господин полковник. Именно. Эта шлюха нужна мне живой. Черт возьми, сообщите, что я назначаю награду в 10 тысяч рейхсмарок. Охота обещает быть занятной. Только живой. Так точно. Повторяю вопрос. Где Штур должна перейти линию фронта? Говорю же. Господин Шальке. Господин Шальке передал сообщение, что за эту Штур назначена награда, и он не упоминал о человеке, который ее сопровождает. Так передайте ему, что я здесь. И не подумаю. О тебе в приказе ни слова. Как же так? Слушай внимательно, тупица. Только я должен найти эту Штур и получить награду. Тогда ты останешься жив. Понял? Понял. Я знаю, где ее должна ждать лодка. Могу показать место. Конечно, покажешь. И если ее там не окажется, я пристрелю тебя на месте. Понял, поляк? Так точно. Я понял, господин офицер. Все, свободны. Этот остается у меня. Брось, мы ведь не русалку ищем. Даже русалка не переплывет эту реку. Мой брат переплыл.
Чтобы замерзнуть на Волге? Думай, что говоришь. Проклятие. Ты даже в лягушку попасть не можешь. Всех мужчин старше 40 с лагерным номером на правом предплечье. Может, просто объявить и построить всех, у кого… Боец, не надо инициативы. И объявлять ничего не надо. Увидел, записал фамилию, отправил ко мне. Все ясно. Так точно. Вот того. Приступай. Ты, иди сюда. Свободны, разойтись. Что за фото? А это мое задание. Правильно. Разрешите, товарищ офицер? Меня вот боец привел. В лагере были? Так точно. Бежал месяц тому назад. Номер покажите. Я извиняюсь. Дело в том, что я хотел помощь предложить. Какую помощь? Да любую, какая понадобится. Видите ли, у меня язва. А у меня большая голова. Через это непотребство не все враги воспринимают меня всерьез. Нет, я всерьез, я воспринимаю. Я не враг, но я… Ну, просто я слышал, что в этих лагерях бывает месяцами держат, а я месяц не выдержу. Вчера, например, обед задержали, так Бог прихватило, что просто спасу нет. Я, честно говоря, и от немцев-то на побег решился из-за язвы. Загнулся бы я у них там совсем, у этих немцев. Да вы что? Сравниваете питание в советских лагерях для перемещенных лиц и в фашистских лагерях? Вы не так поняли. Отличное питание, отличное. Ну вот и свободны. Все-таки я не выдержу, я умру. Просто умру. А кем вы работали до войны? Учителем преподавал математику. Сядьте. Значит, это дорога. А это тропинка. Польская тупица. Этой линии нет. Это меридиан. Вот. Вот дорога. Вот река. Вот тут тебя взяли. Кажется, я понял. Река. Вы не думайте, господин лейтенант. У меня в детстве был глобус. Там тоже были меридианы, но… Простите, господин офицер. Или твоя голова немедленно умнеет, или она тебе больше не понадобится. Господин офицер, умоляю, я могу показать, куда идти.
Там еще хутор. Потом направо. Это все она. Она знает дорогу. Она даже по звездам ориентируется. Отвезите меня на это место, я покажу. Отвезите, господин офицер. А карта ваша очень сложная. Я ведь простой торговец. Я торговец, господин лейтенант. Господин полковник. Да. Катерина Штур обнаружена в квадрате. Зачем вы пересказываете эту глупость? Они не поймали ее, так? Поэтому морочат голову своими докладами. А раз не поймали, не могут знать наверняка, она ли это. Совершенно верно, господин полковник. Займитесь лучше делом. Отправьте это в лабораторию Гейгера. Так точно. Немедленно. Курьером? Вы же знаете, я не люблю ждать. А сейчас особенно. Да, господин полковник. Если серьезно. Если серьезно, то на мне вся разведка держится. Причем в мировом масштабе. Союзники без моих данных и шагу не делают. Ну тогда скажите им скорее, что второй фронт открывали. Ну, теперь откроют. Только секрет. Я как раз из Лондона возвращаюсь. Очень важные данные везу. Пешком, что ли? Ну, зачем пешком? Через Луну. Только это тоже секрет. Белякова. К комбату. Я скоро вернусь. Товарищ комбат. А где комбат? А я вижу, тут у вас все запросто, по-семейному. Виноват, товарищ капитан. Разрешите обратиться? Вольно. Чаю хотите? Никак нет. Меня товарищ комбат вызывал. Разрешите идти? Это я вас вызывал. Садитесь. Говорят, лейтенант Мишин от вас не отходит. Кто? Лейтенант Мишин, которого вы якобы подстрелили вчера. Не отходит. То есть он не отходит. Просто вчера вы постирали и зашили ему гимнастерку. Утром поделились сахаром. Сейчас он вам рассказывал что-то занятное. А вам не кажется странным, что он постоянно оказывается рядом с вами? А я красивая. За мной половина личного состава пытается ухаживать. Жаль вас разочаровывать. Но может быть дело в том, что вы связист. Что если он пытается узнать что-то о передвижении войск? Так он враг? Пока не знаю. Но моя работа выявить врага до того, как он совершит диверсию. Присмотритесь к лейтенанту. Если вам покажется что-то подозрительным, то сразу ко мне. Есть присмотреться. Разрешите идти? Идите и передайте это. und 20, 14, 31. Ты? Что ты
Оль, Вы такой же. Такой же, как все. Думаете, если я вам улыбнулась, можно руки распускать? Оль, поверьте, я не такой, как все. И вы скоро это поймете. Achtung, 23 zu 84. Achtung. Небо у тебя такое свинцовое уже, и море, а солнце такое яркое. Давай, может, пару лучиков приберем? Вот сверху вот эти. Кстати, хочешь, тебе фокус с ластиком покажу? Когда-то мне показывали, не знаю, вспомню. Вот смотри, ластик. Берем его. Крепко выжимаем, крепко-крепко. Чтобы так крепко выжимать, нужно хорошо есть и не болеть. И превращаем все это в песок. Фу! Нет песка. Зато есть ластик, камень. Это, наверное, доктор по поводу прививки. Мы же пропустили. Ну вот сейчас сделаем прививку, а потом почитаем. Присаживайтесь. Спасибо. Ой, какая чудесная девочка. Красивая, умная и, наверное, сильная. Не боишься делать прививки? Нет. Молодец. Нет, не боится, но нам нельзя делать прививки, мы после болезни. Конечно, конечно. Я только и зашла. Направление отдать. Да, вот еще порекомендовать. Витамины появились. Американские. По ленд-лизу. Это мне давайте. Нет, вы не достанете. Я супругу вашему объясню. Bakayım. 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 Таль нет. Нет, Торунь нет. Тарнов, Торжок. Так что? Кажется, мы проехали поворот. Там совсем неприметная тропинка. Господин лейтенант, у нас осталось мало бензина. Я вижу. Через 5 минут я увижу либо лодку, либо твои польские мозги. Это где-то рядом. Вон то дерево, я помню. Да, разворачивайся. Просто мы шли понизу. Да, вон то дерево. Тебе осталось жить 4 минуты. Да, а тебе еще меньше.
Так точно, господин адмирал. Да, конечно. Я не очень разбираюсь в физике. Да, это я понял. Разумеется, господин адмирал. Все под контролем, господин адмирал. Так точно. Проклятие. Что случилось? У нас крайне мало времени, чтобы найти эту Катерину Штур. Что вы там говорили? Ее потеряли в этом квадрате. Возникла ситуация, когда ее нельзя было взять живой. Пропустим эту часть. Где она сейчас? По всей видимости, она идет к бакинщику. Русские уверены в этом человеке, так что могли дать его координаты. Можно считать, она у нас в руках, если только она не утонула. Канарис на взводе. Ситуация такова, что можно больше не брать ее живой. Главное, чтобы она не попала к русским. Могу я спросить, что такого важного в этой Штур? Я полагал, что ключевой фигурой является Гудс. Гудс – пустышка. Вот что, Шальке, отправляйтесь сами к этому бакинщику и привезите мне Штур, живой или мертвый. Игры кончились. Я понял. Торжок! Торжок! Что тут откель? Торжок! Качи его веслом, а? Торжок! Я слышу, что торжок. Ляжь тихо. Ну, не озоруй. Давай пей. Что это, озоруй? Заговорила. А то все торжок да торжок. Хватит. Подожди ты. Подожди. Вот так. Вот. Не глотай прорву. Жуй хорошенько. Что солен не беда, воды много. Хлеба у вас нету? Хлеба. Откуда тут хлеб? Где, может, еще сало или рябчик? А что-то ходит и ходит. Который Торжок, который Гомель, который Самара. Ладно, дорогу через мины показать. А харчи? Ну, может, своих детей кормить нечем. Вы все прете. Все в тыл. Пожалуйста. Че это? Конфеты для детей. Чего?
Возьмите, пожалуйста, у меня больше ничего нету. Ну, лежь тихо. Не ку-ку. Проходите, товарищ. Располагайтесь. Что Бог послал. Ну? Они есть? Они имеют оружие? Был пистолет, я прибрал. Мол, почищу. Другое оружие? Нож. Унтер-офицер. Выходи. Выходи. Выходи! Быстро. Выходи. Кто еще быть здесь? Больше никого. Это женщина. Видите? Не видеть. Да я же такую кралю в лесу встретил, я в раз. Она быть здесь. Не быть здесь, не быть. Если быть, сразу подам сигнал. Господин офицер, обещались свидание с семьей. Фрау Киндер, жена, дети. Обещались. Найдешь эту девку, вернем семью. Из-под земли достану, господин офицер. Считать, что нашел. Че ты там скребешься, как пасюк? Велел же тихо лежать. Вылазь уже. Уехали, фрицы. Они арестовали вашу семью. Арестовали, когда вина за душой есть. А их забрали. Без закона, без совести. Я же слышала. Они сказали, что освободят их, если вы... Хорь тоже обещал яиц не красть. Не трави душу. Сходи на двор, ложись, отсыпайся. Ближе к вечеру пойдем к фронту.
чтоб духу твоего тут больше не было. Головой зароется сугроб, то его и там мотив достанет, и станцует немец прямо в лоб. То его и там мотив на куличке к черту надел, и вокруг таким же дохлым фрицам от Катюши передай привет. Вы не поверите, но во всей округе не осталось ни единого цветка. Видать, их сразу рвут и несут вам. Ну, не лично мне. Вроде связи. Я вам солгал. Не был я в Лондоне и на Луне не был. Ах, неужели? Оля, послушайте. Мне больно. Я знаю, но я не могу вам рассказать все, понимаете? Я только прошу, чтобы вы мне верили. Вы мне очень нравитесь. Не потому, что вы одна на всю часть, а потому что вы такая одна на миллион. И, может быть, единственная на всем свете. Я? Я скоро уеду, может быть, завтра. Но мне обязательно нужно с вами поговорить сегодня. Приходите туда, где мы с вами первый раз встретились. Ровно в 8 после ужина, хорошо? Выходь. Почему вы меня не выдали? Спросил казак Клеверу. Но ведь этих двоих сегодня утром... Знал я, что фриц кого-то ищет. Не знал только, что тебя. Твой тажок не упредил тебя, что ежели ветка на бакине, так идти нельзя? А? Худо. Если бы я этих двоих не выдал, немцы всю хату обшарили. Всех нашли в расход. Но тебя, может, нет. Нужна ты им, видно. А если бы знали, кого ищут? Если бы у бабки были. Это потому, что я сказала, Это потому, Торжок. что они солдаты. Им чин такую смерть принимать, а ваше дело бабье. Будет. Поспрашались. То вот пора. Ветка. Осел. 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 Осел.
25. 25. 30. 30. 21. 25. 25. 30. 30. 25. 30. 30. 21. Руки вверх, гад! Оль, я... Не поворачиваться, руки поднять! Или я и вправду тебя пристрелю. Оль, понимаете, Молчи, замолчи, или я